Ребята, всем доброе утро. У нас тут ультра-супер-мега мороз. Поэтому вот такой вид. У нас даже отменили занятия с 1 по 4 класс. Но музыкальную школу никогда не отменяют, поэтому мы идем на работу. Короче, очень страшно выгляжу. Пока шла дома вот до работы, вот так вот замерзла. Даже вот руку держу в камеру, уже некомфортно. Хотя я всего-то ничего держу. Я не знаю, мне кажется, минус 24. Вот так вот холодно. Да, наверное, когда зайду, не смогу снимать, потому что там вахтер, уборщица наверняка не захотят попадать в кадр. Так. Это вот вся школа, а вот это наш вход. Вот я сейчас туда и пойду. Все, я там разденусь, переоденусь и покажу вам свой маленький кабинетик. Так, ребята, я зашла. Сейчас я вам вот так сделаю. Значит, смотрите, у нас такая ситуация, что очень много детей учатся у нас именно в этом помещении, в этом здании, но очень мало кабинетов. Из-за этого мы несколько лет назад придумали, что из учительской сделать дополнительный кабинет. То есть вот этот закуточек – это учительская, да, вот документы, тут у нас зауч сидит. Здесь у нас тоже типа став-зона. Дальше здесь у нас стол чисто для тоже преподавателей. Ну, там нотки ищем, документы какие-то делаем. Также стоит ксерокс. Здесь у нас шкаф, это мои ноты все. Ну, не все, еще какая-то часть дома маленькая. Ну, там маленькая часть, в основном вот моя библиотека, которая пополняется постоянно. И вот здесь я занимаюсь. То есть вот он мой маленький милый кабинетик. Также плакаты для деток. Да, для учеников моих дорогих. И инструмент. Но здесь уже тоже у меня стоит Yamaha. Еще пупитер не поставила. Здесь у меня стоит Yamaha. Это, конечно, мне больше нравится, чем Casio. Но Casio зато более финансово доступнее, бюджетнее, так скажем. Так, ребята, я отработала уже 2 урока. Впереди еще миллион. Я вам показывала, кстати же, да, вот сейчас покажу еще разок. Это я на зарядку телефон поставила. На столе вот эти всякие штучки. Это я на рабочей не пью. Это, короче, я занимаюсь вокалом. И это мне для упражнений на вокал. Кстати, я тоже засниму, но у меня вокал по понедельникам. Если преподаватель разрешит, я бы засняла, как мы занимаемся. Мы пока не изучаем там песни какие-то, не тренируем, мы чисто работаем над дыханием, над дикцией, над тем, как держать звук, потому что я профессиональный музыкант, и мне важно не просто там попеть в микрофон, тили-тили, траль-вали, а мне важно научиться управлять своим голосом, когда я пою, научиться с дыханием работать. Для меня это важнее, у меня такой запрос, и мы этому уделяем очень много внимания. Вот сейчас я жду, с минут на минуту должна зайти Ева, она просто задерживается немножко. Первоклассница. И мы продолжим работу. Ну вот, друзья, как-то так. Сегодня очень загруженный день. У меня вообще перерыв только 10 минут. Я даже не знаю, получится ли мне что-то снять, не получится. Но я надеюсь, что получится что-то снять. Может быть, даже сниму свою коллегу, если она согласится. Кстати, это, знакомьтесь, это Альбина, моя коллега, моя подруга, мой соратник, мой союзник. В общем, просто прекрасный человек. Мы познакомились, ну, наверное, близко так на работе. На работе, уже, да, прям сдружились, поняли, что мы жить друг без друга не можем, но особенно она без меня. Вот, собственно, так и живем теперь с ней вместе на работе. Не хватает только раскладушки здесь. Ну, реально, мы прям думаем уже скинуться, чтобы уже домой не ходить, потому что... Ну, какой смысл? Мы тут проводим 9 часов, 9-10 часов. Да. В общем, что я хотела вам сказать, и чтобы Альбина похвасталась, потому что она получила что? Визу. Вот, смотрите, и она сейчас вам расскажет. Какой у меня конвертик красивый из визового центра. Вот. Мне вчера курьер привез мой паспорт.
Я перед Новым годом подавала документы, чтобы получить шенгенскую визу, чтобы поехать в Мажорка. Если бы у меня не моя сестра, вряд ли бы это получилось. Ну, в каком смысле? Она просто там живет, да, как бы мне уже за квартиру платить не надо, да, и питаться я буду за ее счет. А так все остальное сама, Немножко, знаете, вот, да, без родителей, вот это вот все сама поднялась. Так, ну что, вот Подняла. моя виза. Ну покажи поближе. Вдруг там данные Ну какие-то. ты надо. закрой как-то. Вот. Вот так вот. Ну, Да. короче, я не знаю, что вы там увидите Да. или нет, но, короче, вот моя фотография очень странная, сделанная в визовом центре, когда у тебя берут отпечатки пальцев, другого лица быть не может. Еще когда ты ехала полночи в Казань. Выглядит стильно. Ну да. Выглядит Вот. стильно. В общем, французское консульство Франции, спасибо вам большое за этот щедрый подарок к моему грядущему дню рождения. Вы мне дали визу на месяц. Это на самом деле... Я просто сижу ее паспорт. На самом деле, Доверительные отношения. при нынешних обстоятельствах это очень много, потому что, как раньше, на год визы, конечно, ну, дают очень редко, практически не дают, дают на супер ограниченный срок, на время поездки, который ты запрашиваешь. Но мне дали на месяц, я считаю, это подарок. Это подарок, рассмотрели очень быстро. Ну да. Меня предупреждали, что рассматривать могут месяц-полторы. Мою визу рассмотрели за 1,5 недели. Все. И паспорт уже вчера у меня был. Поэтому сегодня я что буду делать? Очень ответственное дело. Покупать билет. Да, И кстати. планировать путешествие. Потому что вот эти вот аэропорты, вокзалы, вот сейчас начнется. Он еще сейчас часто все переносит, все эти рейсы Да, задерживают. то есть надо очень продумать маршрут. И Ну ты же она опытная. Альбина, кстати, часто путешествует, ты опытная, мне кажется. Ты Ну да. как-то это все уже структурировано. У тебя Да. плюс-минус, ты понимаешь, что надо делать. да, отдельно чего стоит история, когда в Италии мой один поезд опоздал на 40 минут, и я не успела на другой поезд, да, потому что что? Прийти вовремя — это не их конек. В Испании автобусы стабильно опаздывают на 10 минут, это нормально. В Италии опоздать на полчаса. А А что такого? А что такого? У нас Феличита. По жизни. Дольчевита. По жизни В смысле вовремя прийти? Нет. По расписанию? Не слышали. Поэтому А у меня был вылет в 5 утра из Венеции. Время 10:30 ночи. Я где-то на севере Италии на вокзале. А мой поезд ушел. Буквально. И когда будет следующий, на следующий день, а мне уже на следующий день вылетать надо. Вот такие ситуации тоже были. Вот. Главное, конечно, это люди, которые помогают, а люди очень сильно помогают. И даже если ты где-то не дома, то всегда можешь рассчитывать на помощь, я не знаю, мира, я не знаю, помощь приходит откуда угодно. У тебя даже. была там, подруга, собственно, Подруга, которая да. там была. Я Но- позвонила ей, она позвонила своей подруге, китаянке, с которой они учились в консерватории, и там за 80 евро, за 8 тысяч рублей девочка приехала за мной на вокзал, и за часа полтора мы с ней домчали до аэропорта, она меня прямо в аэропорт привезла. Ну, это такие хорошо, истории. да, это прям Да. удивительный случай. Но просто я не знаю, насколько ты... А если ты одна? Ну вот у меня там нет, допустим, подруги. Я не знаю даже, что бы я делала. Пришлось бы просто... Такси? Или Нет, такси бы очень дорого вышло, тем более там нет, нет, там есть Uber. У меня не было карты иностранной привязанной, у меня была только наличка. Вот, девочке-китаянке заплатила моя подруга, а я потом, перевела ей, да. Вот, а другой вариант, если бы у меня не было подруги, мне бы пришлось оставаться там, либо ночевать на вокзале, либо идти в какой-то ближайший отель, снимать номер. Естественно, билет бы мой пропал в Венецию, мне бы пришлось покупать новый, лететь другим рейсом, естественно, это было бы, скорее всего, дороже, и мне бы пришлось, наверное, связываться с моей сестрой, которая там живет, либо с кем-то из друзей в России, у кого есть карта иностранного банка, покупать новый билет и лететь не знаю куда. Вот. Но А у счастливый тебя сестра М? где живет? в Испании. В Испании, да. Да, вот.
Я же говорю, мужушка. Сидит тут, рассказывает в моем блоге, блин. Там, понимаете, мне задержали рейс, блин, в Италии, в Венецию, не успевал никак уехать. Да. Поздравляем, Такие поздравляем, друзья. такие, да, проблемы тоже мне. У меня вот проблема сейчас, Ева этюд не могла сыграть бегом, шаг. Я вот, слышала. Вот это беда. Отвечаю. А это разве... Это мелочи в жизни, блин. Ну, это приятная мелочь. Ну да, Приятная. согласна. В общем, я рада за Альбину, Спасибо. потому что я видела, как она, сколько она, точнее, тратила времени, это понятно, финансов это понятно, но сколько она нервов тратила на эту визу, как ей там делали мозги. Да, Вот. испанцы, Хорошо, что она её нет, получила. но полгода я мучилась, испанцы не дали возможность даже просто записаться. Франция в этом смысле лояльна, поэтому... Более. Но там тоже достаточно долго это просто, Ну да. там подольше. Да. Не Ну. так просто, но возможно. Вот, такие дела. Что-то еще хотела сказать. Ну ладно, потом вспомню. Еще знаете, почему я рада, что она поедет во Францию? Потому что там есть Шанель, и Как? она купит там мне помаду. И Да. привезет оригинал помаду Шанель. Из- Поэтому из я очень, Шанелла. я очень жду, когда она улетит уже. Она еще не улетает. Когда улетишь? Когда улетишь? Я каждое утро буду писать, когда улетишь. Когда Ты улетишь? улетела? А ты уехал? А когда ты улетишь, А я тебе ты- буду писать, а как приедешь? А когда? А ты приехал? Ну, в общем, вот, друзья, одна из моих чудесных подруг, Альбина, вот, которая не стесняется, которая меня поддерживает во всех моих начинаниях, Нин тоже меня а поддерживает. которая меня вдохновляет. Нин Чтобы тоже. чтобы я не начала делать, она говорит, молодец, классно, давай, какую фигню бы я не делала, она такая, вообще круто, молодец. Вот таких, я так рада, что у меня есть такие люди, которые, они меня окружают, они со мной рядом, и что они встретились на моем пути. Так что, ребят, дружба это бесценный подарок. Это кайф. Да, Да. это кайф. Все. Все. Ребята, я только что закончила последний урок. У меня сегодня такой трэш-день. У меня даже не было времени на обед. Я сегодня вообще без обеда. Я только чисто на кофе держалась. Потому что вот у меня был вокал. Потом мы с Альбиной вот записали, прям такое небольшое у нас было интервью. Ну, прям мы немножко пообщались. И все, и у меня начались уроки. Они вот только закончились. И то сейчас закончим 20 минут пораньше. Потому что отпросили ребенка, и я отпустила пораньше. Сейчас я буду собираться домой. На улице очень холодно. Я не хочу идти. Но мне надо идти, естественно. Я пойду. И, наверное, я зайду на Wildberries, потому что там уже давно лежат заказы. Мне их надо забрать, посмотреть. Может, я что-то выкуплю. Может быть, я это засниму, если там не будет народ, потому что у нас маленький достаточно ВБ, пункт выдачи ВБ. Народу много, район большой, там все толпятся, там вот такие вот примерочные. Не особо удобно там стоять, снимать. Как-то так, буду собираться домой.